Всем привет на канале Favorite Fishing. Мы продолжаем говорить о том, что мы пишем на наших удилищах. И сегодня мы поговорим о характеристике, которая вызывает всегда больше всего путаницы, о строе удилища. По легенде, понятие «строй» придумал Гарри Лумис, человек, который дал имя одноименному американскому бренду и вообще в принципе начал производить удилища из карбона. Строй — это понятие условное, нет каких-либо стандартов и универсальных методик его определения. Есть только вот эта картинка, которую многие из вас, я уверен, уже видели. Самый главный момент, который нужно запомнить, что строй — это изгиб удилища. То есть строй описывает, как гнется удилище, а точнее откуда оно начинает гнуться. Очень важно понимать, что это изгиб удилища в статике, а не то, как оно себя ведет в динамике, например, при забросе. Теперь давайте вернемся к нашей картинке и рассмотрим, какие же бывают типы строя. Первый — это сверхбыстрый или extra fast, когда гнется только четвертая часть бланка, сам кончик. Второй — это fast, быстрый строй, когда начинает гнуться где-то третья часть бланка. Третий — это moderate или средний, когда удилище гнется с половины. Четвертый — это slow, медленный, или его еще называют параболическим, когда удилище гнется практически все, начиная от ручки. Очень часто строй путают с жесткостью удилища, но это совершенно разные вещи. Строй никаким образом не зависит от жесткости бланка. Например, микроджиговые удилища с мягким кончиком имеют сверхбыстрый строй. Другой пример — это жесткие модерейты. Например, некоторые японские удилища для ловли кальмара или дикой форели начинают гнуться практически от середины, но при этом они очень-очень жесткие. Таким образом, строй описывает кривую изгиба удилища, а жесткость говорит о том, сколько нужно нам сил приложить, чтобы его согнуть. Отсюда и возникает путаница. Часто говорят, что для джига нужны удилища строя extra fast, но при этом подразумевается жесткость. С другой стороны, в последнее время набирает популярность ловля джигом японскими кальмаровыми удилищами, которые имеют строй moderate, но это жесткий moderate. То есть нельзя судить о предназначении удилища только по строю. Мы всегда указываем предназначение удилища в его описании. Теперь давайте поговорим о том, какие факторы влияют на строй удилища. Во-первых, это геометрия бланка. Чем более бланк конусный, тем более быстрый его строй. Раньше это был основной метод получить нужный строй удилища. Второй вариант — это комбинация материалов с разной жесткостью в одном бланке. Комбинируя разные материалы, мы можем получить удилище с очень тонким, но жестким комлем и мягкой вершинкой, то есть экстрафастового строя. Такое часто наблюдается в микроджиговых удилищах с тубулярной вершинкой. Еще один частный случай — это удилища типа Solid, то есть с вклеенной вершинкой. Мало того, что вклеенная вершинка делает априори строй удилища экстрафастовым, так она еще и имеет свой строй в зависимости от своей геометрии. Здесь я хочу рассказать об одном из мифов, так называемом сложном строе. Этот термин придумали в русскоязычном сообществе, наверное, лет 10 назад. Имеется в виду, что при минимальной нагрузке в удилище включается только вершинка, при увеличении нагрузки включается уже средняя часть. То есть якобы при минимальной нагрузке удилище экстрафастовое, а потом оно становится модерейтовым. Скажу вам, что любое современное удилище должно работать именно так. Поэтому еще раз делаю акцент на том, что строй удилища — это очень-очень условное понятие, тем более в современном мире. Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый тип строя. Первый — это extra fast, то есть сверхбыстрый. Это самый актуальный на сегодня тип строя, к которому стремятся все начинающие рыболовы, начитавшись форумов или насмотревшись ютуба. Я, пожалуй, буду рассматривать его вместе с быстрым строем, потому что, как я уже говорил, строй — это понятие очень условное, и между чистым экстрафастом и фастом может быть еще куча мелких градаций.
Такой строй, естественно, хорош для джига. По вершинке мы можем четко контролировать падение приманки на дно. Также этой вершинкой мы можем делать короткие акцентированные рывочки при пунктирной проводке разных пассивных приманок. Жесткий Extra Fast хорош для ловли судака, когда жесткая средняя часть позволяет сделать моментальную и мощную подсечку. Также быстрые и сверхбыстрые удилища хороши для точных акцентированных забросов. Но кроме быстрого строя, бланк удилища должен быть достаточно жестким, чтобы нормально справляться с вышеуказанными задачами. Если бланк удилища дубовый, а сам кончик очень мягкий, то такое удилище мало подходит для джига и вообще в принципе мало для чего подходит. Все части бланка должны работать гармонично, как единое целое. Итак, следующий строй это Moderate, средний. Кстати, часто еще выделяют Moderate Fast, средне-быстрый строй, что еще раз говорит о том, что граница между разными строями весьма условна. Мягкие низкомодульные удилища раньше часто называли универсалами и предлагали для ловли на колебалки и вертушки. Но в современных реалиях такое удилище можно считать просто неполноценным. Даже самые бюджетные наши удилища мы стараемся делать достаточно быстрыми и жесткими, для того, чтобы они идеально подходили для джига и твичинга, то есть для современных методов ловли. А бросать таким удилищем вертушку или колебалку никому ничего не мешает. Средний строй лучше всего подходит для ловли на воблеры. Яркий пример это японские форелевые удилища для стримовой ловли, то есть для ловли форели в быстрых горных реках. Они предназначены прежде всего для твичинга тонущими воблерами минноу, а у нас такие удилища часто используются для ловли в маленьких быстрых речках, голавля, окуня, на воблеры типа крэнк и те же самые минноу. На мой взгляд, также жесткий Moderate очень хорошо подходит для твичинга, хотя здесь тоже могут быть разные мнения и кому-то нравится твичить экстрафастами. Также, как я уже говорил прежде, в последнее время жесткий Moderate набирает популярность для ловли джигом, те самые японские кальмаровые удилища. Пусть они не так четко отрабатывают падение груза на дно, но у современных высокомодульных удилищ достаточно чувствительности, чтобы четко контролировать проводку. Зато они лучше подходят для плавных анимаций приманки. Также, по моему мнению, жесткий Moderate это лучший выбор для достижения самых дальних дистанций. И, наконец, Slow, медленный или параболический строй. На данный момент это самый наименее актуальный тип строя. В настоящее время чаще всего он используется в ариа-удилищах. Это удилище для ловли форели в платных прудах. Бланк такого удилища нагружается от самого комля. Его буквально можно свернуть в бублик. Задача такого строя хорошо гасить рывки рыбы и минимизировать число сходов с безбородых крючков. Но у удилищ с таким строем есть куча недостатков. Во-первых, ими нужно привыкнуть бросать. Во-вторых, бланк такого удилища буквально колбасит на ветру, что очень затрудняет контроль проводки. Мое мнение, эра параболического строя уже прошла. И современные тенденции в ариаловле это подтверждают, потому что сейчас все более и более становятся популярными удилища сверхбыстрого и быстрого строя. Возможно, в будущем что-то изменится и в рыбалке появятся более четкие стандарты и определения понятий, которые облегчат вам выбор удилищ. А пока мы будем объяснять вам сложные и неочевидные вещи простым языком. Поэтому не забывайте подписаться на наш канал и задавайте вопросы в комментариях. Пока!